В этом эпизоде «Роз и грехов» произошло нечто гораздо более серьезное, чем просто очередные события сюжета. Складывается ощущение, что с этого момента все действительно изменилось. Почти каждый персонаж перешел свою личную границу, и, как мне кажется, пути назад уже нет. Новый эпизод ясно дает понять, в этой истории больше не существует полностью невиновных. У каждого есть тайна, и у каждого свой грех. С возвращением судьбы домой, по моему мнению, возвращается не только она сама, но и все прошлое, которое так долго старались скрыть. Это возвращение выглядит как предвестник куда более масштабной бури, чем ожидалось. Баланс внутри семьи, на мой взгляд, полностью нарушен. Кто-то остается верен своим убеждениям, а кого-то события уносят в совершенно неожиданную сторону. Решение Илкима, как мне кажется, было не просто личным выбором, а первым тревожным сигналом грядущих серьезных потрясений. Выбор Хайл, по ощущениям, заранее готовит нас к моментам, когда ей придется разрываться между совестью и собственными интересами. Ситуация с Берой, на мой взгляд, перешла в по-настоящему опасную фазу. Ее поступки уже нельзя объяснить обычной ревностью или эмоциями. После этого эпизода она не принимает поражение, наоборот, создается впечатление, что она готова тянуть за собой всех. Победа для нее больше не цель. Главное — причинить боль. Именно это, как мне кажется, делает ее самым непредсказуемым и опасным персонажем сериала. Шаги, которые она предпримет дальше, затянут в необратимый процесс не только Зейнеп, но и Серхата. Со стороны может показаться, что у Серхата и Зейнеп все еще крепкие отношения, но внутри, по моему ощущению, там бушует настоящий шторм. Чем сильнее Серхат старается защитить ее, тем уязвимее он становится. А чем больше Зейнеп пытается держаться, тем сильнее она остается в одиночестве. Их испытание — это уже не проверка чувств, а вопрос выживания. И хотя их связь кажется прочной, именно она втягивает их в еще более опасную игру. Потому что некоторым врагам, как мне кажется, нужна не разлука, а полное взаимное уничтожение. Процесс, начавшийся с ухода Азры из дома, для Мустафы, по моему мнению, постепенно превращается в катастрофу. То, что задумывалось как правильный поступок, со временем оборачивается тяжелым сожалением. Деньги, которые он получил, выглядят уже не просто долгом, а цепью, конец которой находится в руках Тибета. Мустафа пока этого не осознает, но, как мне кажется, этот долг шаг за шагом лишит его свободы, семьи и будущего. Самое болезненное, пытаясь помочь, он втягивает близких в еще более страшную ситуацию. Для Тибета же нынешнее спокойствие, по моему мнению, лишь пауза перед разрушением. Он больше не думает о мести, он сосредоточен на полном уничтожении. Его цель — не просто обвинить Серхата, а вытеснить его из системы, забрав все, что у него есть, шаг за шагом. И ради этого он, похоже, не остановится ни перед клеветой, ни перед давлением, ни перед грязными методами. В следующих сериях каждый его ход будет загонять Серхата все глубже в угол. Но, как мне кажется, важно помнить, люди, оказавшиеся в ловушке, принимают самые опасные решения. С появлением Эбру, на мой взгляд, начинают всплывать истины, которые годами оставались в тени. Подозрения Серхата кажутся совсем не случайными. За кадром, судя по всему, существует куда более темный союз. И когда эти тайны раскроются, боль почувствует не один человек, а сразу несколько персонажей. Раскрытие секретов Джихана, как мне кажется, полностью изменит расстановку сил и еще больше обострит противостояние между Серхатом и Тибетом. В ближайших сериях произойдет событие, которое, по моему мнению, станет переломным моментом всего сериала. Это будет не просто нападение, это будет четкий сигнал о том, что больше никто не находится в безопасности. С этого момента каждый герой окажется под прицелом. Выстрел потрясет не только одно тело, но и основы множества отношений. И на фоне всего этого история примет совершенно иной оборот с появлением настоящего отца судьбы. Этот персонаж, как мне кажется, не станет обычной отцовской фигурой. Его появление откроет тайны прошлого, скрытые истины и давно замалчиваемые грехи. Судьба перестанет быть просто ребенком, которого нужно защищать, и станет ключевой фигурой в центре большой войны. Эта ситуация, по моему мнению, заставит Серхата и Зейнеп принять решения, которых они всеми силами старались избегать. В будущих сериях некоторые персонажи покинут сериал, появятся новые лица, и сюжет станет еще сложнее. Пока не ясно, кто останется, а кто уйдет, но, как мне кажется, эти прощания действительно сильно потрясут зрителей.